Часть 2. Бог и Его творение. 5. Божья мудрость. Следующий атрибут Бога, мудрость, один из самых ярких лучей божественности. «Премудр сердцем». Иов 9:4. Сердце – это средоточие мудрости. Cor in Hebreo sumitur pro judicio. У евреев принято считать, что сердце предназначено для мудрости. Пинеда. Слова «люди разумные скажут мне» Иов 34:34 на древнееврейском звучит так. «Люди сердечные скажут мне». Бог премудр сердцем, то есть Он самый мудрый. Только Господь мудр и является единовластным и полновластным собственником всей мудрости, и именно поэтому о Нем говорят как о едином премудром Боге. 1 Тимофею 1:17. Все сокровища мудрости сокрыты в Нем, и ни одно создание не сможет обладать мудростью, если только Богу не будет угодно дать ее из своей сокровищницы. Мудрость Божья совершенна, она не имеет изъянов. Люди могут проявлять мудрость в некоторых вещах и быть невежественными и слабыми во всем остальном. Бог же – образец, эталон мудрости, а эталон должен быть идеальным. Матфея 5:48. Божья мудрость имеет два основных проявления. Первое – Его безграничный ум. Второе – Его дивные в своем совершенстве дела. Первое – Его безграничный ум. Господь знает самые глубокие тайны, Даниила 2:28. Он знает мысли, которые по природе своей наиболее сложны и неуловимы. Он объявляет человеку намерение его. Амос 4:13. Как бы хитро не был задуман грех, Бог сорвет любую маску и разоблачит притворство, Он вскроет сердце. Господь знает о всех непредвиденных обстоятельствах в будущем. E tante intuita. И уже предвидит их. Все сущее четко предстает перед Ним одной целостной картиной. Второе. Его дивные в своем совершенстве дела. Господь премудр сердцем. Его мудрость проявляется в делах, собранных в огромный трехтомник, в котором мы можем прочесть о Его мудрости. Том 1. Дело сотворения. Творение – это и памятник Божьей силе, и зеркало, в котором мы видим Его мудрость. Никто, кроме мудрого Бога, не мог так дивно задумать мир. Вот земля, украшенная множеством цветов, которые дарят и красоту, и благоухание. Вот небо, осыпанное блестками огней. Мы видим блистательную мудрость Бога в сиянии солнца и в мерцании звезд. Божья мудрость проявляется в стройности и порядке, все сущее занимает свое определенное место и область обитания. Если бы солнце располагалось чуть ниже, мы бы сгорели. Располагайся оно чуть выше, мы не грелись бы в его лучах. Божья мудрость проявляется в чередовании времен года. Лето и зиму ты учредил. Псалом 73:17. Если бы все время было лето, жара сожгла бы нас дотла. Если бы все время была зима, холод убил бы нас. Мудрость Божья проявляется в чередовании тьмы и света. Если бы все время была ночь, мы не смогли бы трудиться, если все время день, не было бы отдыха. Мудрость проявляется в смешении стихий, например, земли и моря. Представьте, что всюду море, тогда у нас нет хлеба. Представьте, что всюду земля, и у нас нет воды. Мудрость Божья проявляется в подготовке и созревании плодов земли. Ветер и мороз готовят плоды, а солнце и дождь помогают им созревать. Мудростью своей Бог установил границы моря, и так разумно задумал их, что даже если море выше многих участков земли, оно не топит их. Поэтому мы можем воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро». Псалом 103:24. Мы не видим ничего, кроме чудес мудрости. Божья мудрость проявляется в государственном устройстве, где один человек нуждается в другом. Беднякам нужны деньги богачей, а богачам нужен труд бедняков.
Бог задумал так, что одно ремесло зависит от другого, что один человек может быть полезен другому, и сохраняется взаимная любовь. Том 2. Второе дело, ярко свидетельствующее о Божьей мудрости, это дело искупления. Пункт А. Речь идет о шедевре божественной премудрости, которая нашла путь к счастью над пропастью, разделяющей грех человека и Божью справедливость. Вместе с апостолом мы можем воскликнуть: «О, бездна богатства и премудрости и видения Божия!» Римлянам 11:33. Она изумила и человека, и ангелов. Если бы Бог побудил нас искать путь к спасению, когда мы были мертвы, когда у нас не было головы для размышления и сердца для желания, разве смогли бы мы этот путь найти? Но безграничная Божья мудрость нашла этот путь для нас. Милость вознамерилась спасти грешников, но не хотела изменить Божьей справедливости. «Жаль», — сказала милость, «что такое благородное творение, как человек, было создано лишь для погибели. Тем не менее, Божья справедливость не должна пострадать. Какой может быть выход? Ангелы не могут расплатиться за зло, причиненное Божьей справедливости, да и кроме того, не годится, чтобы одно естество грешило, а другое страдало. Что же тогда? Погибнет ли человек навеки?» И пока милость подобным образом сама с собою рассуждала, что сделать для восстановления падшего человека, вмешалась Божья мудрость и произнесла следующие слова. «Пусть Бог станет человеком, пусть вторая ипостась Троицы воплотится и пострадает. И для полного соответствия он будет человеком, а по способностям — Богом. Тогда и требования Божьей справедливости будут удовлетворены, и человек спасется». О, бездна богатства и премудрости, и видение Божие, благодаря которой справедливость и милость могут примириться. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. 1 Тимофею 3:16. Какая мудрость нужна, чтобы не знавшему греха Христу сделаться грехом, и чтобы Богу, осудившему грех, спасти грешника. Найти путь ко спасению – это настоящая мудрость. Пункт Б. Свидетельствуют о Божьей мудрости и средства, используемые для спасения. Спасение должно быть верою, а не делами. Вера – это смиренная благодать, она все отдает Христу. Она благоговеет перед даром благодати, и благодать преуспевает в ней, а слава принадлежит Богу. И в этом заключается самая большая мудрость – превозносить свою собственную славу. Пункт В. Способ действия веры также возвещает Божью мудрость. Вера работает благодаря проповеди Слова. Вера от слышания. Римлянам 10:17. Может ли слабое дыхание человека обратить душу? Это напоминает шепот на ухо мертвому. В глазах мира это безумие. Однако Господу угодно являть свою мудрость посредством кажущегося безумия. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. 1 Коринфянам 1:27. Зачем? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Стих 29. Если бы Господь обращал души посредством служения ангелов, тогда мы с готовностью прославляли бы их, отдавая им честь, причитающуюся Богу. Но когда Бог действует через немощные сосуды, употребляет людей, подверженных тем же страстям, что и мы, и посредством их служения обращает души, тогда ясно видно, что это от Божьей силы. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. 2 Коринфянам 4:7. В том и проявляется Божья мудрость, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Ним. Том 3. Божья мудрость самым дивным образом обнаруживается в делах Его провидения. Все усмотренное Господом заключает в себе милость или чудо. Мудрость Божия в делах провидения проявляется следующим образом. Пункт А. Воздействуя на нечто великое посредством ничтожно малого.
Он исцелял ужаленных израильтян при помощи медного змея. Если бы использовали мощное противоядие или наложили галаадский бальзам, это было бы хоть как-то похоже на исцеление. Но что же такого в медном змее? Он, не более чем образ, и его даже не прикладывали к ужаленному, достаточно было просто на змея посмотреть, однако это служило исцелением. Чем менее действенным кажется средство, тем лучше видна Божья мудрость. Пункт Б. Господь предпринимает действия, которые с точки зрения плотских глаз должны привести к противоположному результату. Бог задумал возвысить Иосифа и сделать так, чтобы снопы всех его братьев поклонились его снопу. И что же он для этого предпринимает? Сначала Иосифа бросают в ров, затем продают в Египет, потом он попадает в темницу. Бытие 39:20. Бог усмотрел, чтобы данное заточение содействовало успеху Иосифа. Если бы Господь просто спас, то не столь заметной была бы его мудрость. Но когда Бог совершает свое дело необычным способом, когда Он спасает так, что это больше похоже на уничтожение, его мудрость невозможно не заметить. Бог принес Израилю победу. И как это произошло? Он уменьшил войско Гидеона. Народа с тобою слишком много. Судей 7:2. Господь сокращает войско с 32 тысяч до 300, и уменьшив количество боевых единиц, Он делает Израиль победителем. Бог замыслил вывести свой народ из Египта, а для достижения цели выбирает весьма странный путь. Он ожесточил сердца египтян, чтобы те возненавидели евреев. Возбудил в сердце их ненависть против народа его. Псалом 104:25. Чем больше египтяне ненавидели и угнетали израильтян, тем более суровые казни постигали их, и тем сильнее хотелось египтянам отпустить народ Израиля. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той. Исход 12:33. Бог намеревался спасти Иону, когда тот был выброшен в море, и позволил киту проглотить его, и таким образом вынести на берег. Бог желал спасти Павла и всех, кто был с ним на корабле, но кораблю надлежало разбиться, а все спаслись на землю на его обломках. Деяния 27:44. По отношению к церкви Бог часто принимает совершенно неожиданные меры, заставляя врага делать свою работу. Господь может нанести прямой удар изогнутой палкой. Нередко именно путем гонений Он побуждал свою церковь расти и приносить плод. Кровавые ливни делали ее более плодотворной, говорит Юлиан. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Исход 1:10. Однако, именно благодаря притеснениям, число людей росло. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался. Стих 12. Так и почва, чем сильнее ее разрыхлять, тем больший урожай она дает. Апостолам из-за гонений пришлось разойтись в разные стороны, но их рассеяние было подобно разбрасыванию зерна. Они ходили то здесь, то там благовествуя, и ежедневно многие души обращались. Павла заточили в темницу, но даже его узы послужили к большему успеху благовествования. Филиппийцам 1:12. Пункт В. Самое безысходное зло обращается Божьим детям во благо. Подобно тому, как мудрый и опытный мастер своего дела, смешав в нужных пропорциях ядовитые ингредиенты, готовит сильнодействующие лекарства, так и Бог заставляет самые страшные скорби вместе содействовать благу своих детей. Он очищает их и готовит к небу. 2 Коринфянам 4:17. Эти лютые морозы способствуют быстрому появлению весенних цветов славы. Мудрый Бог своим священнодействием превращает скорби в сердечное лекарство. Он превращает потери своего народа в победы, а крест — в благословение. Пункт Г. Мудрость Божья проявляется в том, что грехи человеческие служат выполнению его задач, хотя рука Всевышнего в них участия не принимает. Господь допускает грех, но не одобряет его.
Его рукою совершается действие, в которое вплетается грех, но он не участвует в самом грехе. Так, например, при распятии Христа Бог совершал согласованные действия. Если бы Он не дал иудеям дыхание и жизнь, они не смогли бы ничего сделать, но что касается самого греха, то Бог возненавидел его. Музыкант играет на расстроенной скрипке, звуки производит он сам, а дребезжание и диссонанс происходят по вине инструмента. Так и естественная деятельность людей идет от Бога, а греховные поступки – от них самих. Когда человек едет на хромой лошади, он управляет ею, и поэтому она его везет, однако ее хромота не от человека, а от самой лошади. Итак, мы видим Божью мудрость в том, что грехи человеческие служат выполнению Божьей работы, но рука Всевышнего в них участия не принимает. Пункт Д. Мудрость Божья проявляется в том, как Господь помогает нам в безнадежных ситуациях. Бог любит проявлять свою мудрость там, где на помощь и мудрость людей рассчитывать не приходится. Искушенные в своем деле адвокаты любят вступать в поединок с тонкостями и сложностями закона, чтобы в наилучшем свете продемонстрировать свое искусство. Божья мудрость никогда не оказывается в затруднительном положении, и даже в самых мрачных обстоятельствах восходит утренняя звезда избавления. Вспомнил нас в унижении нашем. Псалом 135:23. Порою Бог делает так, что дух наших врагов улетучивается. Иисус Навин 2:24. Иногда Господь находит для них какое-то другое занятие или дает им сигнал к отступлению, как Он поступал с Саулом, когда тот преследовал Давида. Филистимляне напали на землю. На горе Иеговы усмотрится. И когда кажется, что церковь уже лежит на алтаре, в готовности пожертвовать своим миром и свободой, тогда появляется ангел Господень. Пункт Е. Господь вводит в заблуждение мудрецов так, что их мудрость готовит им поражение. Политика Ахитофела была хорошо продуманной. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. 2 Царств 16:23, но советовал он к собственному позору. Господи, разрушь совет Ахитофела. 2 Царств 15:31. Он уловляет мудрецов их же лукавством. Иов 5:13, то есть когда они думают, что поступили мудро, Господь не только разочаровывает их, но и улавливает. Они сами попадают в сети, расставленные ими для других. В сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Псалом 9:16. Бог любит обращать заговоры политиканов против них самих. Им на погибель Господь использует их же изобретение. Так он повесил Амана на дереве, которое тот сам приготовил. Урок 1. Благоговейте перед Божьей мудростью. Она бесконечно глубока. Ангелы не могут проникнуть в нее. Как неисследимы пути его. Римлянам 11:33. Нам следует не только благоговеть перед мудростью Господа, но и уповать на нее. Бог видит, какое состояние лучше всего нам подходит. Если мы верим Божьей мудрости, эта вера удерживает нас от ропота. Уповайте на Божью мудрость. Пункт А. Когда вам не хватает духовного комфорта. Бог мудр. Он знает, что нам иногда полезно лишаться духовного благополучия. Возможно, чтобы мы не превозносились разными духовными чрезвычайностями, как это было с откровениями Павла. 2 Коринфянам 12:7. Трудно иметь смиренное сердце, когда превозносится дух. Бог считает, что смирение для нас полезнее, чем радость. Лучше не иметь комфорта и быть смиренным, чем иметь его и быть гордым. Пункт Б. Когда физические силы покидают вас. Господь знает, что лучше для вас. Возможно, чем слабее здоровье, тем больше благодать. Немощны телом, сильны верою. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.
2 Коринфянам 4:16. Близ Рима было 2 лавровых дерева, когда одно увядало, второе разрасталось. Внутренний человек обновляется. Когда Бог сотрясает человека, как ствол дерева, то собирает плоды праведности. Евреям 12:11. Болезнь – это ланцет, которым Бог вскрывает гнойник греха. Исайя 27:9. Пункт В. В разных обстоятельствах, усмотренных Богом для церкви. Когда мы недоумеваем, что это Господь с нами делает, то своей тревожностью мы убиваем себя. Так давайте же будем уповать на Божью мудрость. Он лучше знает, что ему нужно делать. Следы твои неведомы. Псалом 76:20. Доверьтесь Господу, если не способны постичь Его пути. Бог идет своей дорогой, даже если мы думаем, что Он сбился с пути, когда нам кажется, что Божью церковь похоронили и положили сверху камень. Мудрость Всевышнего способна отвалить камень от гроба. Христос идет, скачет по горам. Песня песней 2:8. Либо Он сдвигает гору своей силою, либо Его мудрость знает, как гору перепрыгнуть. Пункт Г. Когда наше положение в мире очень низкое, или у нас совсем мало масла в кувшине. Господь знает, что для нас лучше. Он видит в этом лекарство от гордости и расточительства. Бог знает, что если бы ты не потерял имение, ты потерял бы свою душу. Господь видит, что богатство может стать для тебя сетью. 1 Тимофею 6:9. Неужели тебя беспокоит то, что Бог убрал сеть с твоего пути? Господь обогатит тебя верою. Недостаток тленных ценностей будет возмещен изобилием ценностей духовных. Бог даст тебе больше своей любви. Ты не богат имением, Бог даст тебе силу. Уповай же на Божью мудрость. Он выкроет для тебя лучший кусок. Пункт Д. Если вы потеряли близких друзей, жену, ребенка или мужа, обретите покой в Божьей мудрости. Господь забирает у нас близких, чтобы мы отдали Ему больше любви. Бог ломает эти костыли, чтобы мы в своей жизни больше полагались на Него верою. Господу угодно, чтобы мы научились ходить без костылей. Урок 2. Если Бог безгранично мудр, то давайте будем просить у Него мудрости, как это делал царь Соломон. Даруй же рабу твоему сердце разумное. И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. 3 Царств 3:9-10. Пусть это послужит нам побуждением. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Иаков 1:5. Мудрость у Бога. Tanquam in fonte. Как в источнике. Он передает свою мудрость, но она при этом не уменьшается, ее запас неисчерпаем. Обращайтесь к Богу. Господи, зажги мой светильник, в Твоем свете я увижу свет. Дай мне мудрости, чтобы узнать обманчивость моего сердца и коварство древнего змея, чтобы мне усердно исследовать себя, верно идти к Тебе и разумно обращаться с другими людьми. Руководи мною советами Твоими, а потом прими меня в славу.